Всем привет, дорогие друзья, с вами Артур Страхов, и это Олечка. Все вы помните, когда мы играли с ней на челлендж «Попади в перекладину, получи 1000 рублей», потом мы также задавали вопросы. 5000 рублей. Да, 5000 рублей, видите, время быстро идет. Вот, далее потом у нас какой еще был челлендж на Батутах? Конфеты. Ну да. Помнишь конфеты, где тебе все попались самые такие конфеты? Ну, в общем, смотрите ссылочки в описании, все увидите. Оль, я хотел с тобой сегодня, знаешь, о чем поговорить? Вообще, как ты начала свою футбольную карьеру? Как ты ее закончила? Вот. Но давай, ладно, без смеха. Сейчас просто всем интересно реально узнать, потому что, многие подписчики писали, как она бьет, а можешь познакомить меня с ней, вот. И как бы, ребята, мечты сбываются, вот как раз главная героиня всего этого торжества. Слушай, по-моему, это был 16-й год, Евро. Да, как раз если я не ошибаюсь, да. И мне нужно было написать статью на актуальную тематику. Тогда это как раз-таки, был футбол. И, естественно, мне нужно было посмотреть, про кого я пишу. Я начала смотреть, следить за игрой сборной России. И понравился мне там один парнишка. Какой? Самый молодой. Вроде бы на тот момент. А фамилия есть? Александр Головин. Кстати говоря, сейчас очень хорошо себя проявляет в чемпионате. Да, он меня вдохновил. Я начала следить за его игрой, не только в сборной, но и в клубе. И, в принципе, так я и начала следить за всей командой ЦСКА. И как-то так получилось, что буквально на следующий день я побежала в спортцентр своего университета узнать, есть ли там какие-то тренировки. И пришла на просмотр, меня взяли. В принципе, все так и началось. Окей. С чего прям начиналась твоя первая тренировка? Потому что ты же по-любому пришла, посмотрела, какая ситуация, атмосфера, и подошла к тренеру, как я понимаю. То, что возьмите меня поиграть. Или как вообще вот это все происходило? Самое стрёмное, то, что я пришла на просмотр, подошла к тренеру, смотрю на девчонок, и там такие кривые пасы. Я хоть и не шарила в это время, конечно, но я поворачиваюсь к тренеру и говорю: так они же у вас слабые. Я это говорю. Ответил? Он такой говорит: так придите и усильте ее. В итоге я прихожу. И, естественно, я не лучше этих девчонок, понятное дело. Через где-то пару лет, вот после этой ситуации, я думала, тренер ее уже как бы забыл, но нет, он мне сказал, так простебал меня, говорит: а помнишь, ты пришла и такая говоришь, мол, ща, я приду. Я говорю: я так не говорила. Он мне сказал, что после таких моих слов он подумал: все, сильный игрок, сейчас придет, сейчас будем рвать, метать, а приходит, ты почувствовал говорит, какое-то вдохновение, что все, я сейчас покажу да, кстати, здесь я мастер-класс? подумала, я сейчас приду, я сейчас буду так играть, а в итоге я не могла мяч нормально обработать, потому что я впервые его вообще под подошвой ощущала. И мне было так стрёмно, я надеялась, что он слова эти забыл, но нет. Прошло несколько лет, он мне все еще припоминает и говорит: а вот ты... До сих пор помнит. Да. Слушай, значит, ты ему из всех футболисток запомнилась. Да, конечно, видите, такое. Какая девушка. Хорошо. И вот когда ты только прикоснулась к мячу, это было твое первое касание, или ты до этого тоже иногда поигрывал в футбол? Слушай, я училась набивать мяч коленкой, как-то так, пыталась что-то, так. И на этом все, в принципе, да. Но меня радовало то, что я хотя бы не наступала на мяч и не падала, как это делали некоторые игроки в нашей команде. Я думала, все. Значит, я хотя бы что-то могу. Хорошо, вот смотри, сколько примерно тебе по времени вообще, пришлось адаптироваться в коллективе? Потому что бывает так, что приходишь в коллектив и, очень быстро. Меня тогда очень классно приняли девчонки. Там еще была девочка, как раз-таки ее звали Кристина, она болела за ЦСКА, и, в общем, мы с ней на этой теме разговорились, но, к сожалению, у нее были проблемы с коленкой, и, насколько я знаю, у нее очень серьезные травмы были, и мы потренировались всего один раз вместе, то есть после этого ее просто забрали на скорой, и она... Все, она не появлялась. С крестами там? Да, она вообще говорила, что получила травму такую, что заново училась ходить, и ее буквально по частям там собирали. И вот... Жесть, травмы такие травмы. Девочки у нас, кстати, были супер классные, меня приняли прям супер, и, в принципе, мне несложно было влиться в коллектив, потому что я такая хохотушка, всегда навеселе.
Ну, только тренер иногда ругался, что я прихожу на тренировку поугарать. А так все было, Ну, да, а так он в супер. основном к тебе лояльно относился или строг был? Что, типа, Он ко мне был строг, как но, насколько я знаю, тренера. новым игрокам, то есть это уже через год, там 1,5-2, новым игрокам, либо парням, он говорил, вот там девочка пашет там лучше, чем вы, еще что-то. Но мне никогда не говорил, что ты там молодец. Нет. Мне всегда вот ты нифига не делаешь, ты там не бегаешь, хотя я там все поле пробежала уже раз 15 за 3 минуты, а он постоянно на меня орал. Но, как оказалось, неспроста. Довели тебя до слез когда-нибудь? Да, конечно. Знаешь, был матч, я не помню, мы играли, по-моему, с Политехом, то есть это достаточно сильная команда, и я тогда выкладывалась прям на 200%, ну, конечно же, я еще не была прям опытным игроком, и он мне сказал, что я прихожу там на игру показать себя и свои гетры. Это было очень обидно, учитывая, что я выкладывалась на максимум и пыталась хотя бы что-то сделать, как-то обороняться. Я тогда просто после каждого поражения, наверное, я ходила под лестницу в спортцентре и плакала. Блин. Нет, это было обидно. А потом я уже как-то, не знаю, Ну, выработался почерствела. Иммунитет, и ты стала Да. другой. Она поменялась и стала другой. Я просто, короче, пропускала мимо ушей. Ну и правильно, тоже, кстати, хорошая стратегия. Окей, хорошо. Теперь, наверное, всем будет интересно узнать, когда мы с тобой познакомились. Когда ты пришла в мою команду, какие у тебя были впечатления, когда я только с тобой познакомился и сказал слово «привет». Так, Давай, лучше ты всю мне правду скажи, выложи. ты мне скажи, какой это был год. Это был 18-й год, это было ровно 3 года назад, мы весной с ней познакомились, как раз мы набирали состав в свою ЖФК, Да, и да. мне скинули, типа, вот такая вот девушка есть, очень Я симпатичная. написала тебе сама. Да, прикиньте, она инициативу проявила, это была уже тогда Ой. судьба. В общем, Да. как это было? Я тогда играла в своей сборной, в сборной университета. Я тогда, по-моему, уже была капитаном или нет, я уже не помню. Ну ладно, не суть важно. Вы с Аленой пришли. Да, девочка из моей команды, из сборной, она поссорилась с тренером, ее выгнали из команды, и ей нужно было найти другую команду, потому что, ну, девочка футбол-то любит, и играть как бы надо. И я на тот момент... Знаешь, какой... Я вспомнил случай, Какой? когда мы играли матч. Извините, ребят, ну серьезно, у меня такие эмоции переполняют. И, короче, она вышла, ничего не показала, в общем. И взяли в конце игры, кто-то прописал еще в голову такую карту. Смотри, ты пришла с Аленой как раз вот, и как у тебя вообще, вот, какое первое впечатление было, потому что, ну, сама прекрасно понимаешь, мы набрали хороший состав, и у нас были, как бы, ну, все равно амбиции на Смотри, чемпионат. я на тот момент играла в сборной университета и играла в женской лиге «Пантеон», по-моему. И моей подруге нужна была поддержка. Она просто побоялась идти одна на просмотр и сказала: давай запишись, ты тоже уходи там из своего «Пантеона». Я пошла с ней. Просто Я по помню, приколу. даже еще я тебя отговаривал оттуда тоже уйти. Да, да. Я пошла вот просто по приколу, и в итоге мне так понравилась игра. Мы сразу там, по-моему, с Яной Баграмян подружились более-менее. Из ЖФК «Сокол». Да, и в принципе все, я решила остаться и бросить ту команду, потому что там игра была, ну, не особая, так скажем, больше, знаешь, показушничество, мягко говоря. И, в общем-то, конечно, мне было важно лучше играть, нежели себя показывать, поэтому я перешла вместе с подругой к ним. Окей. Хорошо, расскажи, кто твой сейчас любимый футболист на данный момент? Потому что прекрасно понимаешь, что 2020 год, он очень много чего поменял в футболе. Сейчас как-то и составы поменялись, уже какие-то молодые звезды появились. Вот. Если, конечно, У меня следишь за чемпионатом. любимый мой игрок – это Марсело. Марсело. Мне из он Реала очень Мадрида. нравится, да, и по характеру он такой веселый, всегда на позитиве, и мне просто интересно наблюдать за ним. А из русских футболистов, наверное, все-таки это Александр Головин, Федя Чалов и Костя Кучаев. Ну, ты также продолжаешь следить, я имею в виду, за чемпионатом России, за ЦСКА? Я, да, продолжаю, конечно, следить. Просто сейчас на это у меня не особо много времени, но я постараюсь обязательно вот начать уже ходить
плотненько на матче, просто пока не было возможности. Если я не ошибаюсь, ты еще работала в структуре ЦСКА. Какое-то время у тебя было. Да. И даже чемпионат мира ты тоже посетила. Я была на Лиге Европы, я была на чемпионате мира. И на Лиге чемпионов я тоже поработала. Короче, это прям незабываемое время было. Я бы еще раз повторила, на самом деле, с удовольствием. А вот расскажи, ты кого-нибудь, я имею в виду знаменитости, прям увидел вживую, что он стоит прям буквально в 2 метрах от тебя? Кого? Я сейчас вам расскажу. Да. Я открывала, точнее нет, я держала дверь самому Криштиану Роналду. Ты его увидела? Да. Круто. Я же рассказывала тебе, по-моему, вроде бы. Нет, или нет? Нет, ты мне не рассказывала. Я не успела похвастаться. Он прошел на расстоянии вытянутой руки. Вот вся сборная Португалии на меня посмотрела, а он, засранец такой, не посмотрел. Я так обиделась на него тогда. А, кстати, у него классный парфюм. Вот, окей, ладно, хорошо. В общем, ребятки, у нас получилось такое мини-интервью вот с Олей. Поэтому пишите комментарии, подписывайтесь на нее. И вообще, какое бы ты напутствие дала юным футболистам, которые только начинают свои первые шаги в мир футбола? Так, я скажу одно. Главное, беречь свои коленки, суставы, связки, потому что не повторяйте моих ошибок и чаще ходите в зал перед тем, как ходить на тренировки. Понятно. Короче, ребят, с вами был Артур Страхов, канал Яндекс.Дзен, Артур Страхов и главная героиня Оля Алексеева. Поэтому ссылки в описании, подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока. Пока.